Вы думаете, как провести уикенд? А почему бы не совершить тур на какую-то удивительную экзопланету в далекой звездной системе? Перелет вас не утомит, ведь на него потребуются минуты. Мгновенная связь со всей Вселенной позволит быстро выяснить наличие свободных мест для возвращения домой. Став героем фантастического фильма, вы проделали бы это без особого труда. Там звездолеты перемещаются по пространству, обгоняя свет, а их пассажиры без проблем могут общаться с абонентами из самых отдаленных уголков мироздания. В реальности у нас нет возможности так быстро летать или опутать пространство паутиной мобильной связи. Максимальная скорость, которой мы можем достичь с помощью ядерной энергии, составляет 4,5% световой. Так что путь до ближайшей звездной системы Альфа Центавра займет чуть ли не 100 лет. Но последние открытия ученых приблизили к реальности фантастические версии сверхсветовых звездолетов. Некоторые из них передвигаются с помощью гравитации. Как для этого предлагается использовать некие загадочные складки в пространстве времени? Куда мы попадем, если отправимся на условном звездолете в такое космическое путешествие? В любую точку Вселенной, прошлое или будущее? А вдруг все не так радужно, и нас занесет в невообразимый мир, который никого не выпускает назад? Если мы хотим провести время на какой-нибудь экзопланете, наш звездолет должен двигаться очень быстро, иначе целые поколения будут лететь только в одну сторону. Так что освоить далекий космос, несомненно, можно только на сверхсветовых скоростях. С помощью обычных технологий, которые освоены на сегодняшний день, это невозможно. Но в науке встречаются настоящие прорывы. И представим, что один из них случился прямо сейчас. Например, ученые нашли дешевый способ производства антивещества. Его уже получают в Большом адронном коллайдере, однако в количестве миллионных долей грамма. И те обходятся невероятно дорого. На 100 граммов, необходимых для одного межзвездного перелета, едва хватит совокупного дохода всего мира. А если случится невероятное, и страны все же решат разориться ради покорения космоса, неимоверная жертва человечества окажется напрасной. Мы все равно не сможем опередить свет. Общая теория относительности Альберта Эйнштейна этого не допускает. Любое тело, которое состоит из материи, будет подвергаться в космосе трению. Ведь пространство не пустое, как принято было считать. В нем есть различные частицы, и они способны замедлять материальные объекты. Получается, что звездолет даже самым быстрым двигателем отстанет от света, не имеющего массы. Но в последнее время ученые в этом усомнились. Нобелевский лауреат Павел Черенков во время исследования обнаружил в жидкости голубое свечение неизвестной природы. Позже выяснилось, что причина странного излучения – превышение движущимися заряженными частицами скорости электромагнитных волн. Иными словами, они опережают свет. Если электроны при определенных условиях могут это сделать в жидкости, то что мешает частицам подобным образом вести себя в вакууме, в том же космическом пространстве? Пока наука не может дать однозначный ответ. Хотя вполне очевидно, что природа не против, если нечто, обладающее массой, движется в какой-либо среде на сверхсветовых скоростях. Может быть, открытие Павла Черенкова дало хорошую подсказку, в каком направлении теоретически искать возможных подобных путешествий. Но сейчас не существует концепции передвижения внутри жидкости. Как-то странно было бы прокладывать водный канал по Вселенной для перелетов. Если мы представим космический корабль, который смог бы двигаться в такой среде, то скорее получится некая амфибия. Сегодня это выходит за рамки всех фантазий. Однако можно поискать для сверхсветовых путешествий более подходящую волну. Нам понадобится та, что позволит обогнать свет, но при этом не нарушить общую теорию относительности. Как вам идея попробовать в этом качестве гравитационные волны, устроив настоящий серфинг по пространству времени? В свете последних достижений астрофизиков это уже не кажется полной выдумкой. Но давайте сначала конкретнее разберемся, что мы ищем для своего серфинга. Гравитационные волны некоторые астрофизики называют складками в пространстве времени. Их существование не противоречит общей теории относительности Альберта Эйнштейна и даже были предсказаны самим знаменитым физиком. Эйнштейн, если коротко, описал действие гравитационных волн как искривление пространства. Меняя свою форму, космические объекты возбуждают вокруг себя рябь, которая распространяется все дальше. Когда такая волна оказывается вблизи Земли, космос вокруг как бы дрожит, переменно растягивается и сжимается. Однако эти эффекты остаются для нас невидимыми. И вот почему.
Современная физика выделяет 4 вида взаимодействия в природе. 3 из них — это электромагнитное, сильное ядерное и слабое ядерное. 4-е — гравитация, и она самая незначительная по силе изо всех них. Она настолько слаба, что мы не можем заметить гравитационное влияние на предметы, хотя постоянно сталкиваемся с этим явлением в повседневной жизни. Для примера представьте, что вы находитесь в спортивном зале и отжимаете гантели. При взмахах пространство-время деформируется, но в таких мизерных размерах, что это невозможно каким-то образом зафиксировать. Огромные космические объекты, конечно, оставляют более заметные складки в пространстве-времени. Как это происходит? Послав ракеткой теннисный мяч в сетку, вы заставляете ее на некоторое время изменить форму, дрожать и вибрировать. Примерно так же все действует в космосе. Только вместо плоской сетки будет четырехмерное пространство-время. Вибрацию создают колебания гравитационного поля. А в роли мяча выступает какой-нибудь компактный и массивный космический объект с экстремально высоким притяжением. Гравитационные волны от него будут распространяться во все стороны. Они смогут менять размеры и форму пространства, а также физических объектов. Так, недавно исследователи при помощи лазера изменили на Земле длину 4-километровых тоннелей. Оказалось, что из-за колебаний силы тяжести они попеременно уменьшались и увеличивались в пределах величины одного протона. То же самое происходит и с каждым из нас. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, гравитация сплющивает и растягивает ваше тело. Впрочем, за сутки все складки составляют лишь около 200 нанометров. Нанометр равен 1 миллиардной части метра. Но что тогда произойдет с нашим телом в пространстве? Не начнет ли гравитация искривлять нас просто с космической силой? Ученые говорят, что это не случится. Наоборот, в космическом вакууме, где не действует сила тяжести Земли, данные эффекты ослабнут. Подсчитано, что тело астронавта 2-метрового роста гравитация будет деформировать всего примерно на 165 нанометров. Гигантские космические объекты, понятно, неизмеримо больше складывают, а затем разглаживают пространство-время. Хотя даже вращение планет вокруг своих светил или 2 звезд в одной системе не создает достаточно сильные волны для регистрации современными детекторами. Но есть и еще черные дыры. Они славятся своей безумной гравитацией. И все же одиночные космические монстры массой до нескольких миллиардов солнечных здесь не помогут. Наши обсерватории не в силах уловить гравитационные волны, которые они создают. В то же время оборудование для поиска складок в пространстве-времени с каждым годом совершенствуется. Гравитационно-волновые детекторы 3-го поколения, которые сейчас используют, способны зафиксировать микроскопические искривления в космической ткани. Даже такие, что составляют всего лишь 1 долю из 10 в 21 степени. Или, другими словами, на 4 квадратных километрах пространства обсерватории засекают изменения, равные всего 1000-й доли размера атомного ядра. И вот долгожданное сообщение об обнаружении гравитационных волн появилось в 2014 году. Оно поступило от ученых, работающих на станции Амундсена-Скотта в рамках проекта BICEP-2. Это потрясло научный мир. Сначала важностью открытия, а потом полным разочарованием. Данные детекторов станции оказались ошибочными. Пойманный исследователями сигнал был на самом деле вызван не гравитационными волнами, а межзвездной пылью. Настоящую победу охотники за гравитационными волнами отпраздновали лишь 5 лет спустя. В 2019 году коллаборация детекторов LIGO уловила сигнал о событии, происходящем за миллиард световых лет от нас. Он исходил от пары черных дыр, одна из которых в 36, а другая в 29 раз массивнее Солнца. Оба космических монстра, столкнувшись друг с другом, скрутились в единый кубок и послали мощные гравитационные волны в пространство. Нам сложно представить столь грандиозную катастрофу, но все же давайте попробуем это сделать. Итак, 2 гигантские черные дыры постепенно сближаются, вращаясь по спирали. На своем пути они искривляют пространство, оставляя на нем многочисленные складки. Наконец, оба гиганта сталкиваются и образуют одну дыру. Тогда небо вокруг вспыхивает яркими огнями, пространство-время изгибается и вибрирует. Это продолжается до тех пор, пока новый мегамонстр не успокоится и не затихнет. Вот такой катаклизм оставил на небе огромные складки, и астрофизики сумели их засечь.
Сделать открытие помогла невероятно чувствительная и очень дорогая аппаратура LIGO. В обсерватории пучки мощного лазерного излучения проходят через 4-километровые трубы, заполненные вакуумом. Их внутренняя часть отражается от зеркал, установленных в каждом торце труб. Анализируя температуру световых сигналов, ученые выявляют изменение расстояния между зеркалами, которое увеличивается и уменьшается при разрешении и сжатии пространства. Причем удается фиксировать даже микроскопическую амплитуду таких колебаний в миллионы раз меньше размера атома. Чтобы уловить столь мизерные изменения и не ошибиться, в LIGO работает эффективный способ подстраховки. Обсерватория представляет собой два одинаковых детектора, расположенных на расстоянии 3000 километров друг от друга. Первый находится в штате Вашингтон, второй — в Луизиане. Если бы детектор был один, то мог бы отреагировать на микросейсмические волны, например, от проезжающего мимо транспорта. Чтобы исключить ложные надежды, экспериментаторы берут в расчет лишь те события, которые регистрируются обоими детекторами. С помощью этой аппаратуры суперобсерватория уловила сигнал от пары гигантских черных дыр на расстоянии в миллиард световых лет от нас. Столь масштабные столкновения в космосе происходят чрезвычайно редко. Так, в нашей галактике один подобный катаклизм случается реже, чем раз в миллион лет. Но LIGO, по расчетам специалистов, может обнаружить гравитационные сигналы после других катастроф. Например, складки в пространстве времени после столкновения двух нейтронных звезд или рождения сверхновой. Крупные галактики тоже с невероятной силой нередко сотрясают космос. Казалось бы, всем им хватает места во Вселенной. И все же бывает, что галактики сближаются и начинают вращаться буквально плечом к плечу. А иногда, пытаясь отвоевать себе побольше места, прямо в лоб атакуют друг друга. Орбитальный телескоп Хаббл запечатлел подобную небесную катастрофу безумной силы. На снимке в глубоком космосе видна странная структура в виде треугольника. Астрономы выяснили, что она появилась в результате столкновения яркой спиральной галактики NGC 2445 и ее более тусклой компаньонки NGC 2444. К слову, через миллиарды лет то же самое ожидает и наш Млечный Путь и соседнюю Андромеду. Образуется новая галактика, которой астрофизики уже дали условное название — Млекомеда. Возможно, влияние будет тихим и спокойным. Но, скорее всего, галактики на полном ходу врежутся друг в друга, и сила удара покроет гравитационными складками все вокруг. Но самое невероятное, что ученые дают Земле шанс уцелеть после апокалипсиса. И, может, наши потомки будут исследовать или даже с пользой применять гравитационные волны, возникшие в результате столкновения собственной галактики. Наконец, нельзя не упомянуть еще одну версию возникновения гравитационных волн. Предположение выдвинули исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Карнеги Меллоне и других университетов. Правда, гипотеза ученых на сегодняшний день кажется полностью фантастической. По их мнению, пространство способно искривлять сверхразвитые цивилизации в результате каких-то своих масштабных действий. Научное сообщество сейчас размышляет, имеет ли такая версия шансы на существование. А если она реальна, то чем это может для нас обернуться? Нет гарантии, что столь продвинутая в технологическом плане цивилизация не окажется агрессивной. Если мы разыщем высокоразвитых пришельцев, они могут счесть это за вмешательство в свою жизнь и в отместку играючи нас уничтожить. Тем временем астрономы получили еще одно доказательство существования складок в ткани пространства-времени. Оказывается, в одном из гравитационных карманов от всех космических неприятностей на 150 лет спряталась звезда. Это двойной пульсар J1906, который обнаружили астрофизики из Нидерландского института радиоастрономии и Амстердамского университета. Система J1906 от нас очень далеко, в шаровом звездном скоплении Терзиан-5 на расстоянии в 7670 парсек от Солнца. Она состоит из двух нейтронных звезд массой 1,291 и 1,322 солнечной и диаметром 10-20 километров. Светила вращаются на очень маленьком расстоянии друг от друга, в 100 раз ближе, чем Земля и Солнце. Астрофизикам после открытия удалось вычислить массу бинарной системы. Пульсары совершают оборот друг вокруг друга всего за 4 часа. При этом двойная система вращается вокруг своей оси с безумной скоростью в 7 оборотов за секунду. Больше ничего выяснить не удалось, пульсары вдруг исчезли с небосвода. Однако ученые говорят, что в этой истории нет ничего мистического и с пульсаром все в порядке.
Его поведение соответствует общей теории относительности Эйнштейна и тезису об искривлении ткани пространства-времени под воздействием гравитации. Все дело в молодости и пока не сформировавшемся характере двойной звезды. Пульсар родился в результате взрыва 100 тысяч лет назад. По космическим меркам это очень малый срок, и двойная система еще не успела войти в стабильное состояние. Из-за этого в ней возникают гигантские гравитационные возмущения, которые прямо влияют на орбиту пульсара, делая ее очень шаткой. Ось вращения этой звездной системы постоянно изменяется из-за искривления пространства-времени. Земные телескопы могут зарегистрировать пульсар только в том случае, когда его радиоизлучение направлено в нашу сторону. Через время он попадает в искривленное пространство, изменяет свою орбиту и как бы прячется от нас. По расчетам астрофизиков, пульсар станет снова видимым с Земли где-то ближе к 2170 году. Исследователи считают этот случай, пожалуй, самой наглядной демонстрацией искривления пространства-времени, полученной на сегодняшний день. Они продолжают изучать, как возникают такие складки, и пытаются выяснить, можно ли это явление использовать в будущем. По мере продвижения исследований вырисовываются просто невероятные перспективы. Пока, правда, в виде гипотез и концепций. Какая погода на планетах Альфа Центавра? Не опасно ли летать к созвездию Стрельца из-за близкого метеоритного потока? Быстро получить такие сведения, опять же, удается только героям фантастических триллеров. Но российские математики из Университета Дружбы Народов пришли к выводу, что и в действительности есть шанс протянуть по космосу нечто вроде телеграфа. Необходимая информация будет передаваться с помощью складок в пространстве-времени. Ученые установили, что гравитационные волны способны передавать данные без искажений на огромные расстояния. Исследователи перевели информацию в математическую функцию и выяснили, что при распространении с помощью волн в математической интерпретации она не меняется. Точно так же происходит при трансляции радиосигнала с обычным использованием электромагнитных волн. Иными словами, гравитационные волны теоретически годятся для обмена данными, например, между космическими станциями. Впрочем, астрофизики пока сомневаются, что выводы коллег можно применить на практике. Главная проблема состоит в том, чтобы сгенерировать очень мощный сигнал. Мы уже выяснили, что гравитация – самая слабая сила из всех 4 видов природного взаимодействия. Потому ее невероятно трудно не только уловить, но, конечно, и сгенерировать. Однако попробовать все же стоит. Такая связь откроет просто потрясающие перспективы. Впрочем, вспомним, что гравитационные волны способны распространяться на самые далекие расстояния, причем на сверхсветовых скоростях. Но это еще не все. Рябь в пространстве практически невозможно остановить. Она запросто проходит сквозь планеты, полевые облака, все виды звезд. А вот электромагнитные волны, которые мы сейчас используем для связи, затормозят электропроводящие среды. Сквозь Землю и морскую воду они практически не проникают. Еще одним плюсом будет то, что каналы коммуникации могут быть поистине необъятными, шириной в несколько световых лет. Такие гигантские складки в ткани пространства-времени на очень низких частотах обнаружили астрофизики из коллаборации Североамериканской наногерцовой обсерватории гравитационных волн. Авторы исследования теоретически превратили нашу область Млечного Пути в огромную антенну гравитационных волн, используя самые быстрые пульсары. Это невероятно яркие нейтронные звезды. Однако ближайший пульсар расположен очень далеко, почти в 500 световых годах от Земли. Нам не видны сигнальные огни этих далеких звезд, которые называют космическими маяками. Они беспрерывно зажигаются и гаснут из-за невероятно быстрого вращения светил вокруг своей оси. Например, радиопульсары совершают оборот за время от нескольких секунд до нескольких десятых долей секунды. Из 68 таких звезд ученые и соорудили антенну для регистрации пространства-временной ряби шириной в световые годы. Изучив данные об этих пульсарах из 3 радиообсерваторий за 15 лет, они обнаружили вариации частоты вращения светил. Их радиоимпульсы достигали Земли на миллиардные доли секунды раньше или позже, чем ожидалось. По выводам исследователей, колебания вызваны низкочастотными гравитационными волнами. Именно растяжение и сжатие пространства между Землей и пульсарами заставляет огни космических маяков сигнализировать с еле различимой разницей в обычных интервалах.
Возможно, это открытие станет первым шагом в настройке реальной космической гравитационной связи. Некоторые расчеты говорят, что для этого достаточно на несколько порядков поднять чувствительность приемников, которыми мы сейчас располагаем. А усиление гравитационного поля сделает такую связь вообще вполне доступной и повседневной. Но возможно ли это хотя бы в принципе? Профессор Андре Фусфа из Бельгийского университета Намюра спроектировал гипотетическое устройство, которое представляет собой генератор искусственного гравитационного поля. Используя такой генератор, можно настроить коммуникации на основе гравитационных волн и обеспечить прямую связь между двумя точками во всех уголках земного шара или даже на разных планетах. А еще долететь на сверхсветовых скоростях до любой точки Вселенной. Совсем как в известных фантастических фильмах. Необычные планеты, невероятные звезды, причудливые туманности, зловещие черные дыры, где только не побывали действующие лица бестселлеров. Но что говорят о возможности подобных передвижений в реальности астрофизики? Червоточина или кротовая нора, показанная в «Звездных вратах», позволяет почти мгновенно перемещаться на огромные расстояния. В научной фантастике показаны их естественные и искусственные разновидности. Однако так или иначе все кротовые норы служат тоннелями в пространстве времени. Давайте разберемся, что такое червоточина и как она действует. Для этого возьмите лист бумаги и представьте, что это наша Вселенная. Теперь пустите по нему муравья. Насекомое будет выполнять роль воображаемого космического корабля. Если звездолет захочет долететь из одного конца пространства до другого, самый быстрый путь — по прямой. Но бумага, как и пространство, гнется. Если вы придадите ей форму буквы «Ю», муравей практически пройдет такой же путь, как и на прямом листе. То есть расстояние полета вашего космического корабля не сократится, просто он будет двигаться по изогнутому пространству времени. Однако не будем забывать, что в трехмерной реальности два конца бумаги, где точки начала и конца пути муравья, теперь находятся очень близко друг к другу. Отрежьте кусочек соломинки для коктейлей и проткните ею лист в этих двух местах. Получится как бы мост или тоннель, соединяющий маршрут. Если муравей использует его, то путь насекомого внезапно станет неизмеримо короче. И наш космический корабль, двигаясь по такому тоннелю, почти моментально достигнет конечной точки маршрута. Причем для этого ему не понадобятся мощные двигатели и огромные топливные баки. Примерно такой же переход по кротовой норе совершил звездолет в фильме «Интерстеллар». Многие эксперты считают, что там было все показано правильно. С нашей точки зрения, в трехмерном пространстве червоточина должна выглядеть как сфера. Но как это все соотносится с действительностью? Ученые говорят, что никогда непосредственно не наблюдали каких-то свидетельств существования червоточин, хотя теоретически они могут где-то быть. Альберт Эйнштейн и его коллега Натан Розен впервые обнаружили кротовые норы в 1935 году при решении уравнений общей теории относительности. После этого червоточины называют мостами Эйнштейна-Розена. Они могут служить кратчайшим путем между двумя точками в космосе, проложенным с помощью скручивания пространства-времени. Так вот, как нам такой мост соорудить? Чтобы пространство сложилось в нужных точках, необходимо изогнуть его с помощью какого-то супертяжелого объекта. Для этого сначала придется произвести очень сложные расчеты, а затем запустить в определенную точку чем-то огромным, например, гигантской звездой, чтобы в пространстве времени образовалась нужная складка. Вряд ли даже в очень далеком будущем наша цивилизация сможет это сделать, но почему бы не поискать кротовые норы, любезно созданные самой природой? Некоторые ученые представляют их как искривление пространства-времени в четвертом измерении. Здесь для иллюстрации опять подойдет лист бумаги, который плоский в двумерном пространстве, но его можно изогнуть в третьем измерении. Есть гипотеза, что наша трехмерная Вселенная местами создает складки в 4D-пространстве. В их изгибах и возникают тоннели, червоточины. В них какие-либо две точки нужного нам космического маршрута будут удалены друг от друга в третьем измерении, но в четвертом сойдутся почти вплотную. Где же найти такие пространственно-временные складки? Для этого нашему звездолету, вероятно, придется забраться в настоящий ад, внутрь черной дыры. Но как это можно сделать? Вокруг каждого из этих монстров на бешеной скорости вращается горячий аккреционный газовый диск. Он тут же растянет космический корабль как спагетти.
Хотя, по одной из версий, у электрически заряженных дыр квантовый туман охлаждает аккреционный диск. Тогда данную область в заряженных дырах звездолету, вероятно, удастся миновать. Причем не изжарившись и не разлетевшись на атомы. Но и это не гарантирует удачного путешествия. Корабль моментально раздавит безумная гравитация в черной дыре. По крайней мере, так считалось до недавнего времени. Сейчас, возможно, ученые нашли лазейку, в которую космический корабль сможет проскочить целым и невредимым. Вернее, даже не лазейку, а просто необъятную дверь. Профессор физики Массачусетского университета Гаурав Ханна пишет, что в маленьких черных дырах безумная сила тяжести действительно раздавит все как мегамощный пресс. Зато внутри особо огромных космических монстров гравитация будет слабая. И там теоретически можно будет найти кротовую нору, не рискуя сразу погибнуть. Представим, что мы обнаружили подходящего монстра, ведь во Вселенной много черных мегагигантов. Ну, хотя бы таких, как черная дыра, которую наблюдали астрономы Европейской Южной обсерватории. Это чудовище в 1000 раз больше Солнца. Оно умудрилось раскинуть свою гравитационную паутину по территории в 300 раз больше Млечного Пути и запутало в своих сетях сразу 6 галактик. Ученые считают, что такие монстры способны формироваться внутри массивных гало из темной материи. Их не могли ранее обнаружить из-за несовершенства современных методов наблюдения. Когда наш звездолет каким-то образом попадет внутрь такого гиганта, его уж точно не раздавит гравитацией. Если там окажется червоточина, то путешествие, можно сказать, удалось. Представьте, как корабль приближается к долгожданному тоннелю, и червоточина схлопывается прямо перед ним. Впрочем, это будет еще не худшим вариантом. Ведь мост в складке пространства-времени может просто рухнуть вместе с уже начавшим по нему движение кораблем. Червоточина, созданная какой-то сверхмассивной черной дырой, вероятнее всего окажется слишком нестабильной, чтобы пройти сквозь нее. Многие исследователи уверены, что кротовую нору преодолеть невозможно, потому что она мгновенно появляется и исчезает или кардинально меняет конфигурацию. Впрочем, некоторые астрофизики предполагают, что червоточину все же можно стабилизировать. Чтобы ее быстро не затянуло частицами, вероятно, можно закрепить кротовую нору с помощью экзотической материи с отрицательным зарядом. Только она пока не найдена. Ученые предположили, что некоторые звезды представляют собой гигантские сгустки экзотического вещества. Однако их гипотеза никакими исследованиями в настоящее время не подкреплена. Пока не найдена экзотическая материя, исследователи ищут другие способы стабилизации червоточин. Французский физик Паскаль Койран на основании своих расчетов утверждает, что существует некая гипотетическая частица, способная пройти через такой тоннель. Этот результат говорит о том, что стабильный путь через червоточину может существовать, что допускает и общая теория относительности. Гипотеза ученых из США также предполагает стабильный переход через кротовую нору. Но самое удивительное в их концепции – то, куда такой тоннель может привести. Чтобы это узнать, нам придется опять нырнуть в звездолете в черную дыру. Долгое время считалось, что внутри этих космических объектов ничего нет. Ну разве только пыль и останки звезд, планет, галактик, еще не разложенных монстрами на микрочастицы. Но недавно космологи решили, что в случае с электрически заряженными вращающимися черными дырами все не так однозначно. При определенных условиях в них могут существовать большие небесные тела. Даже планеты способны найти себе орбиты в чреве гигантов. Это навело ученых на мысль, что внутри сверхпроводящей черной дыры пространство растягивается и деформируется. Причем с разной скоростью во всех направлениях, как в нашей расширяющейся Вселенной. И, возможно, это не единственное совпадение. Есть версия, что в центре дыр тоже расположена сингулярность, в которой максимально сжата поглощенная материя. Доктор Никодем Поплавский из университета Нью-Хейвена, штата Коннектикут, сравнил эту сверхплотную точку с семенем и предположил, что из подобных семян рождаются новые вселенные. Дыра взращивает их, а затем выталкивает из себя, при этом сохраняя связь через червоточину. По ту сторону черной дыры образуется белая дыра, новая вселенная. Согласно расчетам Поплавского, в белых дырах должно наблюдаться постоянное расширение, как в нашей Вселенной. Трудно сказать, смог бы звездолет попасть в белую дыру.
впрочем, даже при удаче назад ему вернуться вряд ли будет суждено. По мнению большинства космологов, билет обратно черные дыры природа не выдает, и мы никогда не узнаем, что происходит в другой вселенной. Пока, конечно, это только гипотезы, но, возможно, вскоре исследователи проверят, насколько они верны. Ученые уже создают черные дыры в лабораториях, чтобы лучше их изучить. Исследователи из университета Милана смоделировали мини-монстров из оптоволоконного кабеля. А физики из Израильского технического университета могут похвалиться акустическим аналогом черной дыры. Устройство представляет собой разделенный на две зоны конденсат холодных атомов рубидия. Обе группы ученых сейчас косвенно подтвердили существование излучений Хокинга. В дальнейшем они собираются больше узнать о строении черных дыр. Может, подобные космические объекты на самом деле окажутся порталами в параллельные вселенные или в самые далекие точки мироздания. Тогда для человечества откроются безграничные возможности быстрых путешествий когда угодно по этим невероятным тоннелям. Если только первой не сработает другая концепция сверхсветовых перелетов с помощью искривления пространства-времени. Для этого понадобится звездолет совершенно иного типа. Он не будет искать гравитационные складки в космосе, а создает их сам, как космическое судно под названием Enterprise, которое стало популярным после выхода в свет знаменитого сериала Star Trek. При путешествии на таком звездолете мы не ощутили бы движения, просто потому что никуда бы не летели, но попали бы в нужную точку пространства, даже на самом краю Вселенной. И здесь нет сверхъестественного, все дело в оригинальной конструкции варп-корабля. Звездолет будет сжимать перед собой материю. Тогда позади она станет расширяться и окутает корабль пузырем пространственно-временного искривления. В этой оболочке корабль останется во время полета неподвижным, а передвигаться будет сам пузырь. Чтобы лучше это понять, представьте серфера, который почти без движения покачивается на воде во время штиля. Когда, наконец, нахлынет волна, она понизит уровень воды перед ним и поднимет позади. Тогда серфер быстро заскользит к берегу по нисходящей толще воды. При этом сам он никуда плыть не будет, оставаясь неподвижным между гребнем и впадиной. Вместо него станет двигаться волна. Серфинг работает не совсем так, но это упрощение, которое хорошо демонстрирует принцип действия варп-двигателя. Волна искажает водную гладь и за счет этого переносит к берегу пловца, а варп-двигатель искривляет пространство, перемещая корабль. Но самое главное, что наука подтверждает реальность концепции. В 1994 году мексиканский ученый Мигель Алькубьерре математически обосновал возможность создания варп-двигателя. В НАСА активно исследуют эту технологию с 2012 года и даже создали модель деформирующего пространства корабля. Реализовать идею во многом мешает отсутствие той же экзотической материи с отрицательной массой. При правильном ускорении она движется в обратном направлении и таким образом может сжимать пространство. Правда, команда физиков из университета штата Вашингтон недавно получила жидкость со всеми нужными свойствами. В эксперименте исследователи использовали атомы рубидия, охлажденные лазером почти до температуры абсолютного нуля, то есть минус 273 градусов Цельсия. Но речь идет о нескольких десятках атомов, а произвести достаточно экзотической материи для долгих перелетов современные технологии не позволяют. Выход из варп-тупика сейчас ищут многие ученые. Десятки энтузиастов со всего мира тоже подключились к разработке захватывающей концепции путешествий за счет сжатия пространства. Другим идеям космических путешествий с помощью изгибов пространства-времени повезло меньше. Они считаются менее перспективными и не привлекают столько внимания. Но не исключено, что когда-то все изменится и ученые начнут продвигать эти фантастические концепции. Как бы то ни было, от некоторых из них уже сейчас просто захватывает дух. В сериале «Доктор Кто» есть средство передвижения, которое трудно даже представить. Когда наш воображаемый звездолет решит его протестировать, то попадет в большой синий ящик. Но он непростой. Это очень хитрое устройство под названием TARDIS, что является сокращением от его полного названия «Время и относительное измерение в пространстве».
TARDIS ныряет в вихрь времени, который образует с пространством замкнутые времяподобные кривые. Мгновенно перемещаясь в потоке, ящик возникает в нужной точке нашей действительности. Таким образом, можно добраться куда угодно. Больше ничего конкретного о данном способе передвижения сказать нельзя. Но есть предположение, что речь идет о пространственно-временных складках. Некие силы скручивают их в замкнутые кривые. В 2013 году физики Бенджамин Типпет и Дэвид Цанг выдвинули версию, что с помощью таких завихрений звездолет может отправиться даже в прошлое. Ученые описывают подобные кривые как пузырь пространства-времени с космическим кораблем внутри. По сути, это очень похоже на червоточину. Но в пределах этой кривой путешественник имеет возможность отправиться в любую точку на своей временной шкале, в то время как внутри пузыря время для него будет течь в обычном ритме. Физики даже предположили, что времяподобные кривые могут быть разделены и соединены через другие каналы. Такие причудливые вихри откроют возможность путешествовать не только по собственной временной шкале, но и в любом месте во времени и пространстве. Или вы предпочитаете не туры по времени, а просто быстрые гонки по просторам космоса? Не внутри пузыря, а прямо по шоссе. Подобный способ передвижения по пространству фантасты называют слипстримом. В мотоспорте это езда непосредственно за другим автомобилем в зоне его завихрения. Тогда сопротивление воздуха несколько уменьшается для первого автомобиля и значительно для того, что следует за ним. Концепцию космического слипстрима можно найти в таких произведениях, как «Звездный путь», «Доктор Кто» и франшизе видеоигр Halo. Но пока нет общепринятого определения того, что такое слипстрим или как он работает, кроме того, что он является средством передвижения на сверхсветовой скорости. Чаще всего концепцию рассматривают как гигантское шоссе, по которому корабли движутся по ряду струн слипстрима, невидимых связей между всеми объектами во Вселенной. Эти нити находятся в постоянном движении и образуют беспорядочные запутанные перекрестки, расходящиеся пути. На сегодняшний день не существует научных теорий, поддерживающих идею космического слипстрима. Однако можно рассматривать такие дороги, как потоки гравитационных волн. По ним, как по транспортерам со сверхсветовой скоростью, будет двигаться наш звездолет без использования собственного горючего. Возможно, дальнейшее изучение складок пространства-времени приведет к тому, что астрофизики создадут более ясную концепцию слипстрима. Ведь, согласитесь, такие космические гравитационные транспортеры – блестящая идея для науки. Какой бы из этих фантастических концепций не отдавали предпочтение ученые, любая сулит потрясающие перспективы для космических путешественников. Но мы только обнаружили гравитационные волны. Теперь пришла очередь тщательного изучения складок в пространстве времени. Для этого в США, Китае и других странах активно обсуждают создание масштабных гравитационных телескопов. В Японии обещают вскоре запустить свой детектор, способный обнаружить и точно определить источник гравитационных аномалий. А в Европе разрабатывают интерферометрическую космическую антенну — детектор гравитационных волн LISA. В настоящее время эксперимент находится в стадии проектирования и, предположительно, будет запущен в 2035 году. После этого новый детектор планируется объединить с LIGO. Обсерватории получат возможность воспринимать искажения пространства на разных частотах. LISA станет фиксировать гравитационные волны на 4-5 порядков ниже, чем LIGO. Полученные данные будут эффективно дополнять друг друга. По мнению ученых, новые технологии помогут разгадать многие тайны пространства-времени и мироздания. Какими были первые мгновения после Большого взрыва? Что на самом деле находится внутри черных дыр или является причинами гамма-всплесков? Как вещество ведет себя в экстремальных условиях внутри нейтронной звезды? Если же спуститься с небес на Землю, то здесь складки в пространстве-времени могут просто неузнаваемо изменить нашу жизнь. Управление гравитационными полями даст возможность по полной использовать фундаментальные силы обоих видов ядерных взаимодействий. Это откроет человечеству дорогу в новую индустриальную эру с такими потрясающими технологиями, которых нет даже у фантастов. Тогда мы сможем опутать весь космос паутиной гравитационно-волновой связи. И главное — отправить звездолеты на сверхсветовых скоростях в самые дальние уголки мироздания, в прошлое и будущее, в другие вселенные. Куда еще, по-вашему, может занести нас чудесный поток гравитационных волн?